Всем привет! В видео с огромным баунти я спросил, какой батончик вы хотите, чтобы я увеличил? И большинство выбрало Twix. Ну что ж, давайте приготовим самый гигантский Twix. Но сначала давайте посмотрим, что там у него внутри. Открываем его. Разрезаем и видим. Слой печенья, затем карамель и снаружи молочный шоколад. Вот теперь отправляемся в магазин. И первое, что нам нужно, это сгущенка. Точнее, нереально много сгущенки. Целых 215 банок. Также берем очень много сахарной пудры. 6 ящиков. Мука, ее нужно 55 килограмм. 3 коробки с маргарином. 12 бутылок с яйцами. В каждой такой бутылке по 20 яиц. Ну и конечно же молочный шоколад. Все, с двумя полностью заполненными тележками отправляемся на кассу. Сумма нашей покупки составила 42 тысячи рублей. Кстати, что касается денег. На YouTube канале «Теперь я босс», управляющий крупного бизнеса на 3 дня меняется с управляющими мелкого бизнеса. Из той же сферы. За эти 3 дня они смогут скорректировать работу бизнеса, внедрить новые идеи и доказать, что они лучшие в своем деле. На канале «Теперь я босс» уже вовсю идет 6-й сезон шоу и новый выпуск про пиццерии. Для тех, кто любит пиццу, как я, или мечтает открыть свою пиццерию, это очень интересно. Поэтому переходите по ссылке в описании и смотрите битву рестораторов, пишите в комментариях свои впечатления от выпуска, голосуйте за лучшего босса, ну и подписывайтесь на канал «Теперь я босс». Для начала приготовим печенье для Твикса. Берем 16 пачек маргарина. Также большую кастрюлю распечатываем маргарин. И сбрасываем в кастрюлю. Мы заполнили ее до верха. Просто ставим все это на плиту и ждем, пока весь маргарин не растопится и станет жидким. Для того, чтобы замешать много теста, берем вот такой огромный тазик. Также нужно 30 килограмм муки. Ножницами открываем упаковки. И высыпаем всю муку. Растопленный маргарин снимаем с плиты. И выливаем. Берем коробки с сахарной пудрой. Открываем их. И 1,5 коробки пудры отправляем в таз. И финальное, что осталось добавить, это 120 яиц. Ну или просто 6 бутылок с яйцами. А чтобы все это хорошо перемешать, будем использовать вот такой строительный миксер. Тесто очень густое, и руки устают держать миксер. Но тем не менее, все готово. Палочки Twix будем делать в вот таких железных формах. Но сначала внутрь наливаем немного масла. Хорошенько его размазываем по стенкам. И застилаем пергаментом. Готово. Спускаем форму на пол. И прямо руками перекладываем тесто в форму. Ну и конечно же все выравниваем. Одну форму мы уже заполнили. Теперь нужно повторить все то же самое, только со второй.
Готово. Ставим формы с тестом в нашу огромную печку. Закрываем дверцы. И поджигаем горелки. Наши печеньки будут готовиться всю ночь при 190 градусах. Ночью мы меняли формы местами, потому что со стороны горелок все готовится быстрее. Как нам показалось на утро, все готово. Поэтому сверху прикладываем лист фанеры и переворачиваем. Но тут случилось самое страшное. Оказывается, за всю ночь наше печенье вообще не пропеклось. Мы, конечно, расстроились, но все переделали. И на этот раз печенье выпекалось целый день и ночь. Естественно, за такое долгое время приготовления верхушка подгорела. Но это не страшно, с помощью ножей снимаем горелый слой. Все, печеньки зачищены. Открытая часть сверху — это будет дном Твикса. Поэтому берем небольшую часть шоколада, которую мы купили. Ставим 2 миски. И теперь просто разбиваем шоколадки об стол. Раскрываем их и уже кубики пересыпаем в миску. Так, продолжаем, пока они не заполнятся с горкой. Ставим все это на паровую баню. Когда шоколад начал растапливаться и уменьшаться в объеме, мы поняли, что этого не хватит. Поэтому берем еще партию шоколада и наполняем им миску побольше. И тоже отправляем на паровую баню. Заносим формы в студию. Первая партия шоколада уже растопилась, поэтому выливаем 2 миски сверху на печенье. И распределяем шоколад. Большую миску шоколада выливаем во вторую форму. И тоже распределяем. Спустя очень долгое время шоколад наконец-то застыл. Поэтому сверху кладем лист фанеры и переворачиваем печеньки для Твикса. Снимаем налипший пергамент. В этот раз печеньки получились просто офигенными. С помощью шпаклевки папа замазывает внутренние углы формы, чтобы она стала более закругленной. После чего застилаем все пергаментом. Переносим их в студию, и начинается следующий этап – карамель для Твикса. Для карамели нужна сахарная пудра и просто нереальное количество сгущенки. Открываем упаковки. Достаем 5 банок. И открываем их. Мы будем готовить на 2 сковородках сразу, поэтому открываем 10 банок. Переливаем сгущенку в сковородки. Добавляем по половнику сахарной пудры. И на среднем огне все это варим. До тех пор, пока не получится карамель бурого цвета. Ее мы отправляем в форму. И таких подходов нужно сделать просто нереально много. Мы варили карамель, а сгущенка заканчивалась очень медленно. В общем, суммарно стоя у плиты мы варили карамель целых 9 часов. Форма заполнена карамелью на треть. Этого должно хватить, выравниваем ее. Карамель пролежала всю ночь в морозилке, поэтому достаем ее, вытаскиваем из формы и выкладываем сверху на печенье. Снимаем с карамели весь прилипший пергамент. Теперь берем весь шоколад, который мы купили. И даже нашли черный шоколад после прошлых роликов. Ставим на стол здоровенную кастрюлю.
И все шоколадки ломаем прямо в нее. Готово. Теперь берем 3 миски поменьше и наполняем их кубиками шоколада. Ставим растапливаться на паровую баню. Все, шоколад растопился и стал жидким. Поливаем им батончик сверху. Все это размазываем шпателем, чтобы слой шоколада получился ровным. Так выливаем весь растопленный шоколад. И наполняем миски шоколадом еще раз. Растапливаем. И пытаемся им заделать все неровности. Для финальной заливки мы добавляем масло. И хорошенько его перемешиваем. Благодаря ему шоколад будет очень красиво глянцево растекаться. Итак, заливаем. Тоже проходимся шпателем. И ложкой делаем характерные бороздочки сверху. Вторую палочку Twix тоже поливаем. Делаем бороздочки. Когда шоколад застыл, наш гигантский батончик Twix готов. Весит он целых 220 килограмм. На его приготовление ушло целых 5 дней. И калорий в нем 1 078 000. Это просто нереально много. Давайте же наконец-то его разрежем. Да, шоколада получилось маловато, но тем не менее на Twix похоже. Пробуем кусочек. Это очень вкусно, и на Twix реально похоже. А если вы хотите, чтобы мы приготовили еще огромный батончик, то ставьте лайки. Нужно набрать 350 000 лайков. Выбирайте в комментариях, что мы увеличим следующим. Skittles, батончик Lion или Nuts. Но это еще не все, я сразился в кулинарном батле против папы. И мы приготовили огромные страусиные ноги. Поэтому переходите по ссылке в описании и смотрите, кто победил. Всем пока!